Всем большой привет! Мы сегодня с Пашкой, с моим старшим, выбрались погулять. Нашли на площадке с помощью фонарика. Чего мы нашли, Пашка, на площадке? Кружок. Во, какой шарик мы нашли. Мячик такой с улыбкой. Вот, мы устроили такой мини-квест, чтобы вытащить ребенка на площадку. Придумали разрисовать такой вот шарик. Оказалось, он каким-то образом убежал от нас. И потом мы нашли его с помощью фонарика прямо на площадке уже. Гениально? Гениально. Пойдем, Пашенька, погуляем с тобой в парк, да? Там еще было там. Да, еще, может быть, где-то найдем Там с тобой мяч. фиолетовый, там было фиолетовый. Да, может быть и фиолетовый, Пашка. Короче, может быть, нам удастся найти еще какой-нибудь мячик. Сегодня у нас суббота, а значит выходные, народ расслабленный, народ гуляет тоже. И там впереди, между прочим, какая-то большая ярмарка. Поэтому пойдем посмотрим, что там вообще есть на этой ярмарке. Я ни разу еще на такие ярмарки здесь не ходил, после того, как прикрыли русскоязычную Аврору. Вот, поэтому посмотрим. Пашунь, пойдем на ярмарку? Пойдем. Там был фиолетовый мячик. Может быть, там и фиолетовый мячик будет. Посмотрим. Ребятки, так нравится Аргентина за то, что здесь народ просто чилит. Фонарик упал, все в порядке? Да. Отлично. Вот, смотрите, просто столики. Пойдем сюда, Пашунь. Просто столики, люди сидят везде, вообще кайф. Вот я бы сказал действительно, что Аргентина очень сильна, аргентинцы очень сильны умением отдыхать, умением проводить время. Просто проводить время вместе, общаясь, потягивая мата. Это да. Ну что, Паш, пойдем посмотрим, что тут продают. Пойдем? С какой стороны? С той стороны пойдем или с этой? Слева или справа? Право. Пойдем. Так, здесь у нас стритфуд. Какие-то всякие, смотри, всякие вкусности, сладости. Всякое есть. Оля, ¿qué tal? Всякие медиалуны, короче, печеньки. Пицца даже, perdón. Пицца, все дела. И стритфуд, и всякие варенья, и еще сладости, и хозяйственные какие-то вещи. В общем, очень разношерстная, разноплановая. Смотри, сколько всего. Видел? О, ну смотри. Вот огромная сырно-колбасная лавка. На мост. На мост? Да. Тогда пойдем вот на этот огромный, наш любимый пешеходный мост. Ребята, в своем инстаграм у меня гораздо больше контента о вообще нашей жизни здесь в Аргентине. В частности, сейчас я иду к 5000 подписчиков там. Присоединяйтесь. Я, кстати, теперь ежедневно хожу, занимаюсь спортом, потому что меня просто достала моя слабость. Я чувствую, как отсутствие тонуса, отсутствие физической нагрузки очень негативно влияет на в целом, на все качество моей жизни. То есть я такой расхлябанный весь, хочется лишний раз полежать, посидеть, потом еще. И, короче говоря, в итоге без тонуса получается совсем печально. Поэтому я решил ковать свою волю, все-таки прививать полезные привычки, потому что я какое-то время тоже и курил, и так и сяк, и вот с горем пополам пытался от этого избавиться, но все-таки решился, поэтому, ребятки, сейчас я несколько раз в неделю хожу на площадке. У меня рилзы челлендж, я выдержу или нет в течение 3 месяцев ходить по базовой программе, заниматься на улице, заниматься со своим весом. Посмотрим, к чему все это приведет и выдержу ли я вообще по времени такую нагрузку. Все-таки 3 детей, хочется на самом деле как можно больше отдохнуть, но это коварная ловушка, поэтому и дети будут брать пример со мной на площадку ходить, и я сам буду учиться радоваться этой нагрузке. Вообще пробежечка мне дала такое ощущение счастья. Я этого не ожидал, поэтому потихоньку, помаленьку, не за какими-то олимпийскими достижениями, а просто за удовольствием от процесса. Пашунь, да? За удовольствием от процесса, за таким игривым настроением, да? За тем, чтобы получать просто от процесса удовольствия, я занялся этой физкультурой. Пишите в комментариях, как вам формат, если бы я просто показывал свою повседневную жизнь вот так вот, потому что каждый день что-то происходит, то я езжу по судам, запускать дело о гражданстве, то я просто веду в сад, потом у меня есть какие-то мысли, какие-то переживания. В общем, каждый день может быть просто каким-то таким приятным времяпрепровождением вместе с вами, дорогие зрители, поэтому пишите в комментариях, как вообще прикольно было бы, может быть, почаще выпускать, но попроще, нежели пореже и как-то сильно запариваться с выпусками и тематику, потому что мне хочется снимать.
Я люблю снимать контент, мне это нравится делать регулярно, и у меня вот всегда есть что сказать, всегда есть какие-то мысли или какие-то недовольства чем-то, в общем, вот так. Поэтому давайте, может быть, мы с вами как-то сделаем попроще, но почаще будем видеться, будете гораздо больше моментов интересных из моей жизни видеть, вообще из нашей семейной. Ну что, Паш, смотри, как мы высоко с тобой забрались. Вот так здорово, этот домик, который порос вот этими вот растениями. Ой, почти мы наверху. Что-то у меня так голова болит, зараза. Прикиньте, у меня каждые выходные одно и то же. То есть я думаю, что я сейчас выкраду время, буду заниматься своими делами, а по факту получается что? А по факту почему-то тело мое каждую субботу одинаково и до понедельника реагирует. Короче, у меня начинает болеть все. То есть какой-то сверхрежим экономии энергии, чтобы я даже если какие-то планировал что-то делать, я просто физически не мог. Вот, максимум вот так вытащиться на прогулку. Не знаю, психосоматика это или что. Он там. А, да, вон там птицы, Пашка показывает, летают вдалеке. Хищные, кстати, какие-то типа орлов или соколов, я даже не знаю, кто это. Три стрелка. Да, смотри-ка, стрелка вон здесь. Въезд на парковку, осторожнее, могут машины оттуда выезжать. Ребят, я не знаю, зачем я вообще взял эту коляску. Мог бы спокойно и ходить за ручку, и гулять, снимать. Так немножко трудновато переключаться между возрастами, когда одному год, второму 3 и третий. Короче, ребят, уже я реально путаюсь. Я вот раньше угорал над своей бабушкой. Она все время там позовет, не знаю, собаку, там, Леша, там, Валер, Сереж. И я такой, ну ты все понятно, короче, с тобой память у тебя, ну естественно. А потом я, короче, сам, сейчас мне 27. Я из-за количества ребят и количества звуков и запросов, я постоянно такой, ой, Тём, ой, Лёвик, а Пашунька, елки-палки. Короче, вот так вот. Вот, трудно между ними переключаться, поэтому я иногда туплю и с ним, допустим, уже коляску можно вообще не брать, забыть о ней. С Артемкой 50/50, ну, понятно, Лёва только учится ходить, и ему вот годик, кстати, скоро будет, скоро день рождения будем отмечать. Тёмика день рождения мы отметили, я вам покажу потом, мы взяли для него такую классную кухню. Здесь нашли суперский магазин. Ездили, искали, где можно подбирать классные подарки из эко-материалов. Короче говоря, я вам все покажу. Ну что, Пашка, смотри, какая лужа, Пашка. Видел? Ну? Что там, Пашка? Какое дерево? А что, ты хочешь туда пойти? Да? А что стесняешься? Что там, Пашка, отражение видно наше? Да. О, привет. Я. Привет. Я фонарик. Что же теперь будет? Нужно его достать, Пашка. Я мокрый. Да. Кажется, давай это исправлять. Работает, да? Да. О, работает, отлично. Мы сейчас пойдем за мороженым в наш любимый магазинчик. Называется он Гридо. Я вам покажу, какой там бешеный ассортимент. И полакомимся мороженым на палочке. Вот он, ребятки. Гридо собственной персоной. Пойдемте кушать мороженое. Спасибо большое. Вот, Пашка дорос. Мой помощник большой. Спасибо тебе огромное, Пашунь. Закрывай. Готово. Молодец, Пашунька, какой ты будешь. Так. Вот это? Да. Отлично, у нас здесь есть сегодня все. Пашка, gracias. Пашка, смотри-ка. Держи. Отлично, пойдем за столик сядем. Ребятки, здесь просто дофигища вкуснейшего мороженого. И на палочках, и в ведрах. Полно всего, и альфа-хоры, короче, там все Орео. В общем, ты здесь точно обделенным не останешься, зайдешь и на любой вкус абсолютно найдешь себе сладости, все эти, любые ягодные мороженые, шоколадные. В общем, мы погнали кушать мороженое. Давай, Селя. О, молодцом. Прилипла? Красавчик. Достал. Ну все, приятного аппетита. Холодное? Конечно, это же мороженое.
задумался о мороженом, что я даже коляску там оставил. В общем, короче, не надо мне ее брать. Что-то я затупил, с Пашкой взял коляску. Ладно, погнали пробовать теперь крема американо. Это вкус, это типа просто пломбир. У Пашки, например, фрутиша, но как это, фруктовый лед, короче говоря, клубничный. Какой у тебя вкус? Красный. Это цвет. А вкус? Вкус такой, да? Апельсиновая? Да. А ты сам сможешь купить, если я тебе денежку дам? Попросить. Dos palitos naranjas. Сможешь? Эй? Ну-ка, давай-ка. Смелее. Dos palitos naranja. Ну, да, молодец. Все хорошо. Красавчик, ты купил. Си. Красавчик получилось. Молодец, Пашка. Здорово. Налопались мы мороженого. Дофаминчика выработали, чувствуем себя счастливыми. Пашка уплел 3 мороженых. Я 2 и одно взял для братишки его, для Артемки. Думаю, он будет очень рад, если он, конечно, еще не спит. Столько режимов, столько всего. На самом деле, мне бы хотелось больше снимать, в том числе для того, чтобы показывать, что, ну, приходится везде стараться много, преодолевать кризисы. То есть у всех своя нагрузка, у всех свои приколы. И да, мы выбрали эмиграцию, выбрали жизнь в Аргентине. И если чувствовать, да, и думать глобально, воспринимать о том, где мы, ради чего мы, и вообще просто, что жизнь идет. Не то, что мы ради какой-то цели, а вот представить себе, что мы просто живем здесь. Да, все выполняется, все окей, все очень даже приятно и здорово. Но, конечно, ради мечты, ради лучшей жизни для себя всегда нужно работать, всегда нужно, ну, где-то ты будешь претерпевать. Морально, психологически, то в первую очередь, конечно же. Физически нужно, в принципе, больше работать. Или нужно решаться, быть смелее. И не разово, как бы не хотелось, а все плюшки и все какие-то приятные моменты и нужные вещи для тебя нового, да, как бы так скажем, для тебя более развитого и лучшего лежат вне зоны комфорта. Так или иначе, приходится рисковать, приходится трудиться, детей водить, гулять с ними, то есть вытаскивать и семейную жизнь, и свои амбиции. Вот, я хотел бы просто показать вам, что все дается не просто так, и все наши перипетии и тернистый путь к гражданству — это лишь часть нашей жизни. Даст Бог, мы еще только начинаем, и неизвестно, что нас ждет впереди. Поэтому оставайтесь, смотрите, давайте колотить комьюнити. Вставочка уже из вечера. Мы тут уже с Артемкой гуляем на спортплощадке. Только что я закончил свой 2-й день тренировок. Напоминаю, что у меня теперь несколько раз в неделю регулярные тренинги. У детей тоже, я надеюсь. Поэтому следите, обязательно переходите в мой инстаграм. Там еще больше интересного контента, заряжающего и просто такого, каким я живу. Спасибо, дорогие, за внимание. До скорой новой встречи. Чао.